корейские роллы на пару. И будем готовить мы их из свинины и капусты. Я беру свинину в объеме 350 грамм, у меня свиная грудка. В принципе, можно брать любую часть свинины или даже можно взять свиной фарш и заложить тогда в роллы фарш. Я же нарезаю свиную грудку кусками, толщина ближе к тонкой, но тем не менее такая достаточно средняя, или можете просто отрезать один кусок толщиной этих двух. Просто так они пропарятся с уверенностью быстрее и точно. Затем я готовлю соус. Потребуется горчица 2 столовые ложки. Я развела порошок горчицы с горячей водой и сахар 1 столовая ложка, а также соевый соус 1 столовая ложка и уксус в объеме 1 столовой ложки. Я использую яблочный уксус. Вообще пропорции такие: горчица 2, соевый соус 1, сахар 1, уксус 1. То есть если вам понадобится соуса больше, чем я делаю, все хорошо перемешиваем, отставляем пока в сторону. И далее пекинская капуста. У меня маленький качан, но использую я его не весь. Самые серединные листья, самые маленькие, использоваться не будут, их потом можно пустить на салатик. И аккуратно я снимаю листья, у меня качан достаточно такой уже старенький, поэтому я аккуратно снимаю листья, чтобы их не поломать. Качан молодой, капуста, легко от нее соединяются листья. И мой расчет: на 2 куска свинины 1 лист капусты. Капусту мы должны с вами листья помыть. И затем подготавливаем воду, доводим ее до кипения. Посолим воду где-то около 1 столовой ложки, но объем воды зависит от того, сколько у вас, конечно же, листьев капусты. И сначала 1 маленький пучок зеленого лука. Сколько лука в конечном итоге потребуется, сказать всегда трудно, потому что иногда они рвутся. Мы опускаем его в кипящую воду и держим его там, пока он не размякнет. Но в принципе происходит достаточно быстро, где-то минута в среднем. Достаем и затем погружаем капустные листья. Можно все сразу, можно порционно, зависит от того, насколько они объемные и насколько большая кастрюля. И сначала мы опускаем твердую часть, и когда мы почувствуем, что она немного размякла и поддается тому, чтобы гнуться, мы опускаем уже все листья целиком, чтобы и их нижняя мягкая часть тоже проварилась. До какого состояния и как долго? Заранее подготовьте холодную воду, потому что и зеленый лук, после того, как мы его вынем, нужно опустить в холодную воду и остудить. И то же самое мы сделаем с капустой. Когда ее та часть, которая была ближе к очерышке, к основанию, размякнет до такой степени, чтобы она гнулась свободно, тогда можно вынимать и класть в холодную воду. Если не хотите варить, то можно 5 минут просто листья пропарить и затем тоже положить их в холодную воду. Затем зеленый лук лучше заранее вот так вот развернуть и разложить вот так вот прямо полосочками, потом увидите зачем. Капусту мы, когда она остынет, извлекаем из холодной воды и располагаем на каком-нибудь дуршлаге или сите. Класть ее желательно так, чтобы она побыстрее отекла, то есть не горизонтально, а вертикально под наклоном. И оставляем листья для того, чтобы с них стекла вода. Далее мы подготавливаем какую-нибудь доску, достаем наш соус и прежде нарезанное мясо и начинаем заворачивать роллы. Для этого берем листья по очереди, расправляем их, распределяем по доске и сначала наносим соус. Очень удобно использовать вот такого рода кисточки. Для этого, нанеся таким образом соус, мы закладываем мясо, либо 2 куска вместе, более тонко нарезанных, либо 1 кусок, и начинаем заворачивать. Заворачиваем как? Вообще, если листья достаточно объемные, то у них достаточно пышные вот эти мягкие края. Их нужно каждый раз, заворачивая ролл, подворачивать вовнутрь. И это, в принципе, даже хорошо. Так он будет с боков прикрыт. Поэтому очень маленькие листья не используются, потому что тогда бока ролла будут открыты. Теперь мы берем зеленый лук по 1 штуке
И начинаю вот так вот ролл завязывать. В принципе, я думаю, что это больше делается для красоты, чем для того, чтобы его закрепить, потому что если вы будете очень сильно натягивать лук, когда вы его завязываете, завязываем его на 2 узелка, то он может очень легко рваться и очень часто рвется. Поэтому сильно узелок не натягивайте. Итак, еще раз, мы берем капустный лист, расправляем его, наносим на него некоторое количество соуса, закладываем прежде нарезанную свинину или свиной фарш. Если используете свиной фарш, то в него лучше всего добавить соевого соуса немного и молотого чеснока, черного перца и соль. И заворачиваем по прежде описанному принципу и затем завязываем зеленым луком. Если не хотите с зеленым луком мучиться, заморачиваться, то можно это пропустить. Но поверьте, что выглядит это очень аппетитно и красиво. Единственное, что опять же повторю, очень сильно не натягивайте узелки. Лук, несмотря что он уже мягкий, он достаточно легко рвется. И вот такая красота у нас с вами получается. Сколько получится штук? 12 листов капусты, 12 роллов, а один лист, в него заворачивается либо 2 кусочка, либо 1, либо, допустим, 1 столовая ложка фарша. Дальше мы с вами нагреваем воду, доводим ее до кипения и затем устанавливаем наш стимер. И в стимер закладываем уже подготовленные роллы. Не бойтесь их класть близко друг к другу, потому что в данном случае они с друг другом не слипнутся. И далее мы должны будем это пропаривать в течение 10 минут. Если вода уже была доведена до кипения, то 10 минут достаточно кипения на сильном огне. И все, можно подавать к столу. Вы можете подавать эти роллы как целиком, так можете их и нарезать напополам заранее, чтобы облегчить, собственно говоря, человеку, который будет есть, задачу. И смотрится это очень даже красиво. И можно как-нибудь задекорировать, тут уже дело вашей фантазии. Я нарезала красный перчик тонкими кольцами. В моих видео очень много разных рецептов приготовления роллов, так что если вы ролловый любитель, то вам есть что посмотреть. Оставляю линки здесь, подсказки и в конце видео тоже. Когда вы подаете эти роллы к столу, то лучше всего подавать их с соевым соусом для диппинга, потому что, в принципе, само по себе это блюдо не очень-то богато вкусом, несмотря на то, что мы изнутри роллы промазали. А вот с соевым соусом самое оно. Кстати, если вы не едите мясо, да, то тогда можете просто положить внутрь любой набор грибов, тонко нарезанных. Так что, надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь, не пропускайте новые видео, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!